Еду писать вокал. Иду писать вокал, ребята. Пора бы записать вокал на этот альбомчик. Воспользуюсь общественным транспортом для этого. Тем, которым пользуется общество. Вот эти песни, которые сейчас едут записывать, я их написал, на самом деле, уже год назад или больше даже. За это время, конечно, столько поменялось. Пришел Трамп, все изменил. И я думал, что эти песни, они как бы изменят мгновенно мир, да. Но Трамп и искусственный интеллект, они, конечно, смешивают карты очень сильно этим песням. Ну, будем разбираться. Какое-то тут хлебное буйство произошло. У-ла-ла. 64 программы. У-ла-ла. Конечно же, приехав на студию, я понял, что я забыл с собой ноутбук взять. Поэтому я сейчас съезжу за ним и вернусь. Знаете, на днях мне приснился сон, что я еду на студию и забываю с собой звуковую карту. И я как бы... после этого сна я, конечно, настроил себя на то, чтобы карту не забыть ни в коем случае. И, собственно, я ее и не забыл. Чтобы вернуться домой за ноутбуком, мы воспользуемся общественным транспортом. Тем транспортом, которым все общество пользуется. Мы с вами приехали назад. Мы пока не едем писать вокал. Мы вернулись за ноутбуком. Сегодня я еду писать вокал. Да, пора бы уже записать этот альбомчик. Чтобы добраться до студии, мы воспользуемся общественным транспортом, которым всегда общество пользуется. Да мне норм вообще мотаться туда-сюда, потому что сил до хера просто. Неплохой ассортимент тапок. Ну, хлебушки вот эти уже как родные просто. Круто. Хорошо, что можно тут в ботинках быть. Потому что, будем честны, что ты запишешь хорошего в тапках? Хотя, кого я обманываю? Лучшие песни свои я записал в тапках. Если я что и запомнил из детских телепрограмм перестроечных дней, это одна в них звучавшая фраза. Ой, здорово, ребята, здорово. Снова вот по таким помещенницам поошиваться. Жаль, конечно, что ребят нет рядом тут. Не с кем перекинуться вот этой вот ерундой словесной. Но тут у нас аудиодата. Конечно, какую милую кепочку не надевай. Уже как бы... Сегодня я довольно мало записал. Это был такой пристрелочный день. Пора ехать домой. Альбом будет очень хорошим! Do you want to save the project? Конечно, я здесь за этим и есть. Мышку чуть не забыл. Как бы я жил вообще? Это чувство выполненного долга. Его ни с чем не спутать. Какие-то чувства, как известно, можно спутать, но это нельзя. Хлебокси. Погодка такая, знаете, фильмок какой-нибудь посмотреть, или чайку попить, или в игрушечку какую-нибудь поиграть, посидеть. Так. Знаете, чем я занимался вчера? Поскольку я работаю в студии, делающей игры, я вчера фиксил баги в игре. Всю субботу я фиксил баги в игре. И не думал, что я когда-нибудь буду это делать. Но это были баги, которые, честно говоря, я сам туда и поселил. Назад мы поедем на общественном транспорте, том самом, которым пользуется все общество. Дремота у нас такая. Дремота. Вот, собственно, сегодня прошла запись вокала для альбома. И я желаю всем хорошей недели. И мы с вами еще увидимся на вот этой вот волне. С этого мы начнем этот блог. Сегодня я еду писать вокал на альбом. Пора бы записать этот альбом.
и я еду его писать. И сегодня у меня, конечно, другое уже настроение. Не хочется так, знаете ли, вот это шутить. Потому что уже когда один раз уже пошутил, и есть уже ожидание, что будешь шутить еще раз, и в этом состоянии шутить не хочется совершенно. Поедем мы, я думаю, вы сами понимаете, на чем сегодня. Общественный транспорт, которым, в принципе, пользуется все общество. Не знаю, как вы, а я жду, конечно, пополнения вот этого ассортимента. Сегодня был такое утрецо, когда, знаете ли, нелегко проснуться. Бывает такое, когда вскакиваешь и такой, это не то сегодня утрецо. Хлебцы пропали. Такое вот тут репетиционное пространство. Это и студия, и база. Но я называю это студией, поскольку так круче, конечно. Хотя и записываюсь в обычной репетиционной комнате. Сегодня у нас 4 часа записи. Посмотрим, что мы сможем записать. Посмотрим, есть ли еще порох в пороховницах. Good. Блин, я не могу больше ничего заспойлерить из того, что я тут записываю. Чего мне снимать тогда? Не просто идет процессик, не просто, потому что такие песни, где, знаете, ну надо петь как бы. Песню надо петь, орать, петь эмоционально и, знаете ли, и проникновенно как-то, а потом снова эмоционально. Тут у нас целый ебучий ворох бэков. Как всегда, нам надо записать целый оркестр! 2 часа ушло на запись одной из самых сложных песен на альбоме. Но я решил вот сразу с ней разделаться, с этой чертовкой. Можно перекусить. Я, знаете ли, взял с собой сегодня бананчик. А если мне будет мало, я взял еще один. Собственно, вот. А в воздухе, ребята, пахнет уже снежком. Ну, снежка, конечно, нет. Но уже он ощущается, конечно. Сегодня было записано 2,5 песни за 4 часа. Это не быстрый шаг, я бы так сказал. Но одна из песен была одной из самых сложных на альбоме, поэтому мне кажется, все хорошо. Получается, 4 песни уже записаны. Но на альбоме их несколько больше. Как мы доберемся назад, я не буду подсказывать, пусть это будет тайной. Чего я не понимаю, ребята, это как я раньше мог за 2 6-часовые сессии записать целый альбом. Сегодня, в этот солнечный день, мы едем записывать вокал для альбома. Да, пора бы записать этот альбомчик. Это уже 3-я сессия, и мне кажется, что мне понадобится еще 2 после нее. Поедем мы на общественном транспорте, на котором ездит все общество. Все общество им пользуется, и мы не побрезгуем. Вроде как-то и подморозило, вот где-то, да, мы видим. А вроде как-то и солнечно так, хорошо. Очень хороший денек. That was shitty. Rock. 1,5 часа позади, записана одна песня. Еще одна из самых сложных песен. Ну, что сказать там. По-моему, я заслужил вот такую вот хлебуру с солью. И такой вот кефир. Ох, прекрасно сегодня записался. Записал 2,5 песни за 3 часа. Это было супер. Я понимаю, что я, конечно, ничего интересного с этих сессий вам не показываю.
Но я не могу вам показать особо ничего, потому что это же не так должно быть вам представлено, да? Вы должны вставить это в уши и такие «Вау!» Готовят, когда суп, вам же не приносят сперва лук, потом помидорчики нарезанные. Вам приносят суп. Так что суп в процессе готовки, ребят. Но лучок уже поджарился. Обратно мы поедем на общественном транспорте. Общество использует его, и знаете, вот, и не развалилось. Использует, и мы поедем. Сегодня мы с вами едем писать вокал для альбома. Все еще. Нам все еще пора бы записать этот альбом. Это битва в самом разгаре. И, в общем, спокойно уже можно сказать, что большая часть его записана. Но надо добить. Сегодня я буду по дороге меньше разглагольствовать, потому что мне надо подумать. Мне надо изменить пару строк. Было написано давно, и мир уже в другом состоянии, как я говорил до этого. Потому что, как вы понимаете, у такой группы, как наша, рука должна быть на пульсе мира. Просто показания должны быть максимально... Светофорчик. Мне кажется, я похож на какого-то уличного сумасшедшего скорее. Поедем мы с вами на общественном транспорте, который общество использует в хвост и в гриву просто. Но с другой стороны, я думаю, может быть, стоит и оставить все как есть. Просто оставить это неким историческим документом, вышедшим в свет немного позже, чем должно было быть. Но пусть уж это будет, наверное, честный документ, чем что-то, на что я буду напяливать шапку с цифрой 2025. Сейчас я приехал на студию, обнаружил, что я забил ее на совершенно другой день. И поэтому я еду сейчас домой. У вас, наверное, по моим заключениям может сложиться впечатление, что я несколько рассеянный человек. Это... Зато будет время подумать над этими злополучными строчками. Знаете, бесполезной эту поездку я бы не назвал все равно, потому что я купил вот сетевой провод себе, зашел в магазинчик, потому что у моего, как видите, такая проблема, и это уже не очень круто. Поэтому проводок обновил. Назад мы с вами поедем на общественном транспорте, к которому общество присосалось как пиявка. Могу задушить кого-нибудь этим проводом. Или задушить себя за то, что перепутал время. Сегодня мы с вами вышли из дома в очень большой надежде записать вокал. Пока что так и не переписал эти строчки, которые должен был. Хотя усы уже выросли. Поедем мы с вами на общественном транспорте. Поедем мы с вами на общественном транспорте, на котором у общества просто свет клином сошелся. Раз, два. Ох, ребята, сегодня было 3 часа. Сегодня мы с вами 1,5 песни. А также целый час ушел на то, чтобы исправлять косяки предыдущих записей. Не то, что косяки, да, просто я приезжал, отслушал все и понимал, что тут что-то можно по-другому спеть, тут что-то как-то тут можно... Необходимый этап в работе. Ну что же, у нас осталось совсем немного песен. Хорошо. Красивая жизнь на планете Земля, да? И страшна, и прекрасна. Назад мы поедем на общественном транспорте, на котором общество будет ездить, хоть ты кол на голове тиши. Сегодня мы с вами стремительно едем писать вокал. Да, пора бы записать этот вокал на этот альбомчик. Записать его. Big City Life Rhythm.
Big city life written. It's big city life. Едем мы, конечно, на общественном транспорте. Альфе и омеге общественного перемещения с места на место. Сегодня у нас амбициозная задача. Сегодня у нас 4 часа и 3 песни осталось на альбоме. Может быть, я успею это записать, но есть большие сомнения, поскольку одна из этих песен, это просто Голиаф какой-то, а не песня. Птицы на этой площади достаточно активно себя ведут. Кто-то оставил неплохую подушечку, тут айтемы всякие, тапочки. Какой-то кофеек даже есть. Так, Голиаф занял 1:40. Я понимаю, что это не выглядит как Голиаф, но... Жаль, что я, конечно, вам ничего не могу конкретного показать из того, что записывается. Без вариантов. Жаль. Но никак, нет. Но очень жаль. Но нет. Пу-пу-ру-пу-пу. 1:10 заняла следующая песня. Не намного больше, чем наш дорогой Голиаф. Надо сделать перерывчик. И не думаю, что я успею за час всего дописать еще одну песню. И в качестве перерыва у нас будет вот такой, йогуртель и такая вот бананья. Внезапно. Путешествие кротика. Нормально это кротика помотала. Покруче, чем меня. В Джакарте он был точно. Кстати говоря, я переписал те самые злополучные строчки. И вот как раз эту песню сейчас буду и записывать. Теперь эта песня прям up to date вообще. Теперь прям актуалочка. Вот, 7:51. Сейчас осталось 9 минут как раз собраться. И вот это перед вами. Последний бэк, последней песни. Я как Индиана Джонс просто залетел под закрывающуюся дверь буквально. Возможно, альбомчик и записан. Но может быть и нет, потому что я буду еще проверять. Там будут какие-то косячки и так далее. Я, возможно, еще на часок приеду на студию. Но так или иначе. Ребята, это триумф. Это триумф. Я очень рад, что все получилось записать. Вообще кайф. Основная работа сделана. Назад мы поедем на общественном транспорте, кровеносной системе городской инфраструктуры и важном катализаторе общественного развития. Сегодня мы с вами едем писать вокал для альбома. Да, пора бы немного дописать этот альбом. Я прочекал все вокалы записанные, там все, и увидел, что что-то все-таки надо дописать, что-то переписать, где-то какая-то интонация, знаете ли, не та, где-то не хватает давления какого-то, или может быть его слишком много, наоборот, да? Не все же давить, как вы видите, я уже совершенно зарос и потерял человеческий облик. А как еще писать-то этот панк, Панк. Это не мой поезд. Это выглядит как мой поезд, но это не мой поезд. Чтобы добраться до студии, мы воспользуемся общественным транспортом, который использует общество. И несмотря на то, что я панк, вы знаете, что я панк такой, совершенно бескомпромиссный. И когда дело доходит до какой-то транспортации, то я здесь на одной волне с обществом, я здесь сговорчив, я готов идти в ногу. Я здесь с народом в этом вопросе. Меня можно купить за километры перемещения. Знаете, такое есть у меня наблюдение. Я человек, который, вы, наверное, заметили, человек, который все забывает, очень рассеянный, да? И вот, вы знаете, несмотря на то, что я могу забыть все,
я вот замечаю, что чуть-чуть стресса заставляют голову работать как надо, честно говоря, да. Вот я, например, на записи допустил некоторый косячок. Я сейчас еду переписывать не поэтому, если что. Когда я забыл на микрофоне посмотреть рандомные настройки эквалайзера, да, и переключить их в нужный режим. А Александр Миренков мне говорил: Иван, переключи настройки в нужный режим. Это просто основополагающая, как бы, деталь твоей записи. Не забудь про этот въебаный эквалайзер, иными словами. Вот, и в одной из сессий я об этом забыл. Я что-то там снимал, как всегда. Я взял микрофон уже. Думал, сейчас я его сперва на стойку повешу, и тогда я уже переключу. Я повесил его на стойку и ничего не переключил. Уже о чем-то другом думал. И Александр Миренков, ну прям он разозлился на меня. Да, вот Александр Миренков разозлился. Я это записываю сейчас не потому, чтобы пожаловаться на Александра Миренкова, да, или как-то, а потому что просто для истории, да, вот какой была, как бы, эта запись. Александр Миренков на меня чуть разозлился, потому что, будучи невероятно охрененным гитаристом, невероятно охрененным другом, он еще и большой мастер технической организационной работы, да. Он столько всего делает важного в этом смысле и требует такого же отношения к этим вопросам. Ну, насколько это возможно, с учетом того, что остальные люди в группе, они, такие немножечко, такие разъебы. Как правило, у нас получается держать вот какой-то баланс, но иногда вот уже Саня уже устал. Он же столько мне про этот эквалайзер говорил, а я все равно забыл. Мы это все уладили, я все переключил. Но суть в том, что после этого случая я понял, когда появилась какая-то ставка в виде человеческих отношений, а Александр Миренков мне не чужой человек, я понял, что мой мозг ни разу больше не забывал об этой детали, да. Нифига себе тут мух полегло. Поэтому черт его знает вообще. Не то чтобы я приветствовал этот стресс, да, и считал, что людей надо бить током, там, чтобы они не забывали какие-то вещи, но все-таки это работает, когда другие ставки и когда у тебя с этим связаны уже какие-то неприятные ощущения. Вот оно. Кто-то там в моей комнатке что-то там играет свое. Ну пошли оттуда. Вот о чем я говорю, понимаете? Вот у него есть эквалайзер тут такой, который вот я вот отверточкой тут буду тыкать, и он изменится. Вот я показал. Но мне надо, чтобы он... Вот. И мне надо бы сейчас снова это переключать, поскольку я буду переписывать что-то где-то в песнях, где что-то было запорото, но я не буду забывать это делать, и мне даже не нужны напоминания, потому что человеческие связи для меня очень важные. И мы не хотим, чтобы вот эта вот кривая хоть как-то на них влияла. Вы классные ребята! Вот, наступил момент, когда мне надо переключить. Я не забуду это сделать, потому что я не хочу, знаете, пустить под хуй 20 лет дружбы. Сраный эквалайзер, ты думаешь, ты можешь встать между нами, да? Нет, ты, иди сюда. Ну все, теперь точно уже все записано. И просто теперь, вас ждет просто сок и дожатость всех эмоций во всех местах. А меня ждет игра в футбол. Играю в футбольчик. Футбольца, так сказать, зарубиться сейчас. Нифига себе. Вот такая история. Назад мы поедем на общественном транспорте, который плоть от плоти общества и есть. И стар, и млад на нем ездит, и поддерживающий статус-кво, и идущий против линии панк. Все становятся равны. Такой я, конечно, панк, да? Типа там пою что-то, но стоит металлической змее вот этой вот показаться на горизонте,
И я просто становлюсь вот просто подстилкой какой-то. Пляшу под общественную дудку. А послушать песни, так и там пошли нахуй те, пошли нахуй все. Как миленький встаю в строй общества, перемещающегося на металлических змеях. Зиг транзит глория мунди, как говорится. Вон металлическая змея, да. Нет, я ничего плохого не пел сегодня. Да, я хочу прокатиться. Че, боец, как дела? Как игра идет? 7-1. Пока давим. Да. Пока давим. Пощады не знаем. Ну, играл я сегодня в футбол как говно, конечно. Играл ужасно, но прекрасно записал вокал. Вот за это спокойно. Но в целом, наверное, в моей ситуации именно это главное. Спасибо вам, ребята, за то, что вы смотрели этот блог о записи. Я старался сделать его интересненьким, забавненьким. И старался рассказать о том, о чем мог. Мне уже как-то, знаете, уже дороги эти поездочки на этих поездах в эту студию. Маленькая жизнь, как бы, вот это была запись вокалов к этому альбому. Надеюсь, он вам понравится. Всех целую и обнимаю. Вы клевые.